Даже у меня в школе, в детском садике, у нас есть каждые полгода. В Тайване нет украинского посольства. Для меня было непонятно вот эти традиции. Так, эта семья пришла и принесла столько-то денег. 哎，怎么？你喜欢爸爸讲英文吗？这边听不懂，妈妈会帮我翻译。大家好，又是火野菜。 Привет, привет, ребятки. Привет, привет！我今天邀请我乌克兰的朋友，他住在高雄，但是他今天特别来台北，给你们分享他在台湾住的故事。 Let's go, let's go. Меня зовут Станислав, я с Украины, города Одесса. Приехал на Тайвань в 2011 году. 14 лет здесь 14 нахожусь, лет. да? Как ты оказался в Тайване? Я приехал на Тайвань как танцор, шоу-балет. На концерты мы сюда приехали большой группой с разных стран. У нас была группа в 40-50 человек, доходила даже до 80. Первая моя работа была на Тайване как контрактник в шоу. В парк, как Диснейленд, назывался Ида. Ида только открылась, мы были первая группа, которая приехала с концертом в Каошонг в Иду парк. А как ты узнал вообще о Тайване? А я не знал, я искал работу, я до этого работал в разных странах тоже как танцор. Я работал в Египте, я работал в Турции, и вот решил поехать в Азию, посмотрел по контрактам, взялся с человеком, и я приехал сюда. А как ты остался жить вообще в Тайване? Получилось очень быстро, мне это понравилось здесь. Я проработал, наверное, 7 месяцев на контракте, и я решил остаться. Смотрел, что здесь хорошо можно зарабатывать моими скиллами, которые я тогда в то время имел. И я пошел работать учителем английского языка. Я поменял работу. Мы открыли свою маленькую Бушипан School. Бушипан. Было 20 студентов, я преподавал там английский. Моя жена преподавала там математику, у нее есть лицензия по математике. И вот работал учителем. Я развивал свой учительский скилл, находил новые школы работать. И в одно время имел и свою школу, преподавал. И было свободное время, я ходил в разные другие учреждения преподавать английский. А почему ты не захотел продолжать работать танцором? Ты же приехал изначально как танцор. А зарплата сразу же повысилась у меня приблизительно в 3 раза. Танцором где-то, когда ты приезжаешь, у тебя контракт $1000, $1200 в месяц, но у тебя есть жилье и питание. А учителем на Тайване можно зарабатывать намного больше, и оно почасово оплачивается. Получается, если ты на контракте, у тебя утром, там, днем и вечером шоу, ты весь день сидишь в парке развлечений, ждешь свою работу. А когда ты работаешь учителем, ты можешь, например, утром отработать в одной школе 3 часа, Да. потом после обеда в другой школе. И, например, даже вечером, если ты не устал, есть свободное время, ты можешь взять какие-то дополнительные VIP-классы, тет-а-тет, может быть, встретиться в Старбаксе. Да. И вот так, получается, можно зарабатывать в 3 раза больше, чем танцором. Ты отработал танцором в парке. Как тебе вот система рабочая в Тайване там была? Относились нам очень хорошо, потому что до этого я работал, как я говорил, тоже танцором в Египте и в Турции. Уровень просто вот такой вот. В Египте вообще самый ужасный уровень обращения к танцорам. Потом идет Турция. Но когда я прилетел сюда на Тайвань, я понял, что это тебе хотя бы относится как к артисту, а не к какому-то персоналу, как в отеле в Турции или в Египте. Первый месяц, первый год жизни в Тайване. Ты приехал в Тайвань, первый раз в Азии, первый раз в Тайване. Что ты вообще чувствовал? Очень много разных ощущений и эмоций в одно и то же время. Я сначала такой шокировался, как тут люди живут, например, как тут все чисто, как тут люди обращаются. Но это было 14 лет тому назад, было еще лучше. Сейчас, конечно, люди на Тайване чуть-чуть привыкли к туристам, но раньше это было вообще дико. Я ходил по ночным рынкам, просто проходился, все оглядывались на меня. Я такой, что я звезда? Что происходит? Что все на меня смотрят? Стар. Стар, да. Очень мне понравилось с самого начала. Негативных эмоций не было. Вообще. Я сразу решил, это место, где я останусь надолго. Вообще трудности вот в первый там месяц год жизни. У меня были трудности, когда я собирался здесь оставаться жить, потому что я с Украины. В Тайване нет украинского посольства. И чтобы мне делать все документы, мне надо было летать в то время в Москву консулу тайванскому. Тайвань не мог сделать. Ничего не мог сделать, и мне приходилось летать в Москву с моей девушкой, на то время моей фиансе, чтобы остаться здесь, и мы летали туда вместе, чтобы делать документы. Это мы потратили много денег, много звонков, много времени. Мы это делали, наверное, 5 месяцев. Очень тяжело, но мы это сделали. У меня большая семья, у меня есть дети здесь. У тебя 2 детей. 如果你们想要看我带他们去夜市玩，你们可以按那边或者这边看另外一个影片。住高雄14年的外国人，第一次去台北的宁夏夜市吃东西哈。 У меня 2 сына. Одному 11 лет, его зовут Лев. Второму сыну 9 лет, его зовут Адам. 我们来吃个饭，我就是很好奇他跟小孩子怎么沟通，因为他不太会中文，他的孩子也不太会俄文，也不太会英文，所以我就很好奇他们沟通的方式。How are you? А?
Fire, one chicken. Что у нас есть? French fried calamars. Окей. Эйдем, не喜欢 Баба Джан инвен ма? Не不喜欢？一点点听不懂，你听不懂？一点点听不懂。哦，真的吗？真的啊，你跟他讲中文的时候，他听得懂吗？听不懂。他也听不懂。啊，那你们怎么沟通？英文，啊，如果你真的听不懂的话，你们做什么？妈会帮我翻译。妈妈会帮你翻译。哦，妈妈很厉害。哦，赞。 Eat like animals. On the video. Ну-ка. Ты хотел тут остаться. И как получилось, что ты вообще женился, у тебя теперь 2 детей? Ну, вот так вот и получилось, потому что влюбился, наверное, встретил прекрасную девушку и решил остаться. У нас получилась обалденная семья, у нас большой дом, у нас хорошие работы, у нас прекрасные дети, много путешествий вместе. Мы занимаемся детьми. Наша эта Круто. работа сейчас дети. 因为台湾的少子化这个事情很严重，对生小孩是一定要的。你是台湾的未来。 Я Заига, да не ща. Заига? Да, yes. 哦，是。Ну, бля, я меме. 女儿。Жена у тебя Тайвань. С точки зрения разных культур, какие у вас были вот какие-то моменты, которые тебе были непонятны или ей непонятны? Для меня было непонятны вот эти традиции, например, когда мы ходили кому-то на свадьбы, мы должны были принести свой like, red emblem, хонбао, А, хонбао, ой-ой. И у них были такие журналы, они записывали так, эта семья пришла и принесла столько-то денег. Да. А я спрашивал, зачем это происходит, зачем вы типа дарите деньги и потом туда записывает. Когда мы придем к ним на такое же там мероприятие, вот мы должны или чуть больше дать, или хотя бы столько же. Да. Я такой, окей, не понял с самого начала этого. Мы когда делали нашу свадьбу, у моей жены была таблица в Excel, несколько страниц. Сколько приносил денег, да? Это еще до свадьбы, кто придет, кто сколько должен. До этого ее папа ходил на свадьбу там к дяде. Вот, и примерно сколько они должны вернуть тебе обратно. Да, Да, я там про вот это вообще- говорю, это система, Там ниппель. система. Я вообще ничего не понял. Она сидела там ночью, считала. Я говорю, пей. Не вмешивался, я такой, какие деньги, от кого я должен Да. считать что-то? Я говорю, мы просто играем свадьбу, и как будет, так будет, да. Я не говорю, что это хорошо, забыл, например, какие-то документы, права забыл дома или что-то, и тебя остановили. Посмотрят, что ты вменяемый человек, и какой-то не пьяный, тебя отпустят, даже не спросят твои права. Такое вот мне было такое, как-то, меня только что остановили, даже не спросили права. Но они как бы доверчиво относятся к этому, и классно, они относятся ко всем так не презрительно, там, о, европеец приехал, покажи свои права, куда ты едешь? Не, никогда такого Да, не было кстати. за 14 лет. Ни разу меня не ущемляли то, что я приезжий. Мне очень понравилось. В сравнении с нашими странами, у тебя нету с собой документов, сразу штраф. Сразу же штраф. Ну вот недавно со мной случилось не очень хорошее, как на Тайване получается, действие. Перед августом был очень большой тайфун. А, да. И у меня пару машин, и одной из моей машины Lexus. Я дал своему другу покататься, а он как раз живет возле горных таких местностей, как раз возле парка. И он там тоже оставил ее, и он пошел на работу. И просто за полчаса вода набралась просто с нуля, Мгм. накрыла полностью машину водой. По крышу. Мой Lexus упал его здесь на Тайване, сам его оплачивал кредит. И за полчаса утонул, просто за полчаса. Вот так там стояло 6 машин на парковке, и вот так за полчаса просто всех накрыло. Это вот случилось вот полгода тому назад. Его нельзя восстановить. Конечно, его нельзя восстановить, потому что он гибридный, там батарейка. На Тайване такой тоже не занимается. Они тоже, я не понял, они в основном не чинят, они меняют. И мы пришли, мы проверили, сколько нам стоит это починить, поменять, и вышло, стоит больше, сколько, чем мы можем его продать или купить такой же БУ. И мы просто его сдали в металлолом. Это ты потерял 2 миллиона, Я, короче. конечно, от него отъездил, там 6 лет, да, но я, да, потерял больше, чем точно, чем 20 тысяч долларов. Землетрясения, тайфуны, дома могут сломать, машины затопить. Это, конечно, проблема. Был в шоке от этих землетрясений иногда. Первые разы, когда, я помню, было, наверное, лет 6 тому назад, тоже очень было большое землетрясение. И мы в то время были в шоппинг-моле большом, на этаже, может, 12 или 18. И там так шатало, что я смотрю, эти все вывески там просто вот так летали. Очень было страшно. И мы понимали, что мы на 18 этаже в моле. И все начнут бежать. Лифты же останавливаются, когда Да. землетрясение. Надо как-то спускаться. Это был шок. Но все было прекрасно. Через 5 минут все остановилось, ничего не поломалось. Манекены попадали, но все живы, все здоровы. Со временем вот эти землетрясения для меня получше стали. Я уже даже, землетрясение смотрю. Если теперь вот так вот не шатается, я даже не встаю. Да. Хотя бы, может быть, встать в проем дверной, знаешь. Тут уже много этих даже музеев, разных выставок про earthquake here. Очень много обучают этому. Даже у меня в школе, в детском садике, у нас
нас есть каждые полгода сигнализация включается, это землетрясение. И у нас все дети должны взять свои рюкзачки, положить его на голову, подбежать к столику, где они там кушают, обедают у нас в классе, посидеть под столом, пока учитель сказал, что все готовы. Только тогда по команде они все встают, каждого свой номер, становятся в шеренгу, и мы выбегаем со школы. Мы тренируемся это 2 раза в год. Обалдеть. Даже с детьми в детском садике 3-5 лет. Я не знал, Да. уже с детства прям учат, Да, да? учат прямо в школе, как что делать, если будет землетрясение. Круто. Вот И это проверяют, и снимают видео, потом сдают какие-то инстанции, и люди проверяют и смотрят, что эта школа прошла Да. обучение, и все в норме. Слушай, круто. Ну, спасибо, что шел на интервью. Конечно. Спасибо. 希望你们都喜欢他今天分享的故事，他的故事真的很特别。 Yeah. 那我们下次见，拜拜。 Bye-bye.